Мы говорим сегодня с вами о Флоренции. Я хочу начать именно с этой фотки, потому что мы сегодня огромное сообщество, которое уже потеряло в каком-то смысле границы между онлайном и офлайном. Так получилось в этой жизни, что я в офлайне со Светой Амиршадовой не знаком, а в онлайне знаком и даже очень люблю ее. Наша девушка, которая с начала войны живет, я имею в виду полномасштабной войны, она живет во Флоренции, причем в ее случае это просто так сложилось. Она поехала учиться в Флорентийской академии художеств. Начала практически с нуля, сейчас это уже серьезный график, серьезный живописец, который делает очень мощные работы, за которыми интересно смотреть, и которая совершенно потрясающе, неимоверно, невероятно снимает Флоренцию. Флоренция, конечно, город удивительный, уникальный. И то, что мы сегодня говорим о нем, во многом, конечно, связано с тем, что Флоренция – это флора, да, это как бы богиня природы, богиня цветов. Это такой очень весенний город, который, скорее всего, был действительно основан весной. Хочу начать вот со Светиной фотки Санта-Мария-дель-Фьоре с этим потрясающим куполом великого Филиппо Брунеллески. Ну, а мы с вами идем во Флоренцию. Я выбрал 4 города в этом году. Все эти 4 города я не мог понять вообще, как это произошло. Дело в том, что все, что я делаю, оно во многом интуитивно. И сегодня, незадолго до нашей с вами встречи, я понял, почему я выбрал эти 4 города. У этих 4 городов есть Талия. Я в прошлой жизни был фэшн-дизайнером. Для меня Талия имела важное конструктивное значение. Талией является либо река, либо длинная улица, которая пересекает этот город, либо залив, как в случае с Константинополем, Стамбулом, о котором мы говорили в прошлый раз, где есть вот это вот залив Золотой Рог, который как бы пересекает в Талии этот город, а потом, переходя как бы в морской массив, уходит в Мраморное море. А вот у Парижа и Флоренции, например, это река, которая пересекает город практически геометрично слева направо. И они очень в этом смысле похожи. Вот Арно, я всю свою жизнь называл Арно. Я вам скажу больше. Я даже в Италии от автохтонных жителей я слышал, как они говорят Арно. Но опять-таки, это, по всей видимости, как Пикассо. И так можно. Но на самом деле классический итальянский язык, язык Данте Алигьери, да, это Арно. Вот Арно пересекает этот город по Талии, в общем-то, и он делится на северный берег и южный берег. Флоренция, конечно же, столица Тосканы. А это, в принципе, северо-запад Италии. Место совершенно удивительное, место совершенно уникальное. Город, который за свою историю видел такие падения, после которых казалось, что все, это место уже не поднимется никогда, через пару лет здесь будет болото, ничего здесь не получится. Но нет. Город развивался, жил дальше. Я вам показываю его официальные границы на сегодняшний день, и в эти границы даже входит аэропорт. Аэропорт во Флоренции есть, поэтому все те, кто на сегодняшний день имеют возможность туда попасть, могут попасть туда самыми разными способами, в том числе и авиационным. Весь этот цикл лекций, посвященный тем городам, о которых мы говорим, он связан исключительно с тем, что когда я попадаю в такие места впервые, для меня очень важно глазами потрогать все это место, пройтись по нему всему, увидеть максимум. Тогда для меня эта программа первого дня совершенно идеальная, когда я увидел практически все то, что я раньше видел в учебниках, у кого-то, друзей на фотках. Мне, в принципе, уже знакомы все эти места на каком-то таком уровне, а тут я еще имею возможность их все наконец-то увидеть. А потом уже в следующие дни, уже факультативно, я решаю, куда я иду, чем я себя буду радовать. Но сначала надо увидеть все. И вот, собственно говоря, сегодняшняя наша прогулка по Флоренции, она именно такая. Единственное, что в моей личной судьбе, в моей личной жизни произошло немножко по-другому. Я во Флоренцию попал много лет назад в очень большой компании, и уже ознакомившись с этим городом, через еще одно его посещение, я привез туда своего друга и показал ему в первый день нашего приезда этот город по такому маршруту, по которому мы с вами сегодня пойдем. А у меня первый день был очень забавный, потому что мы приехали в город Лука, который находится не очень далеко от Флоренции, это тоже Тоскана. Так получилось, что, к сожалению, ныне покойный человек, который организовал нашу экскурсию, он не запомнил, где именно он оставил нашу машину. А Лука, чтобы вы понимали, это город, который заключен в такое кольцо.
То есть кольцо сегодняшнее – это кольцевая как бы дорога вокруг как бы Луки. Раньше это был городской вал, можно сказать. Да, это были стены города, то есть город внутри. И радиально улицы расположены, они выходят уже за пределы этого кольца, и все улицы на одно лицо. Везде очаровательно, везде чистенько, везде пинии, везде невысокие двухэтажные домики с крышами, которые выступают далеко за свои стены, потому что летом, понятное дело, жарко, а эти как бы крыши дают больше тени. И вот он забыл, где он поставил машину. А мы переезжали в этот день, мы переезжали из Пизы во Флоренцию. Мало того, как бы вот мы сегодня переезжаем, сегодня суббота, да? Завтра воскресенье. И это не просто воскресенье, это Пасха. Лука, нас человек 15, как бы, машина непонятно где, мы ходим по этому кольцу, мы пытаемся найти нашу машину, мы очень устали, я тогда еще курил. Нас заприметили итальянцы, хозяева там Астерии, которая была там неподалеку, которые сказали, что случилось? Мы сказали, случилось, машину потеряли. А что в машине? Все вещи. Ой, боже. А что у вас, деньги хоть с собой? Там, ну да, там документы какие-то. Несколько барышень, блондинок с нами были, у которых деньги были и документы в той машине. Сердобольные итальянцы, они нас бесплатно накормили пиццами и вообще всем, что мы хотели, как бы напоили вином хорошим итальянским. Мы вот так вот чудно провели этот вечер, конечно, стал уже очаровательным, потому что вино, потому что пицца не голодная, как бы. В какой-то момент подошла полиция, которая сказала, ну как это, ну вот идемте, ну идемте смотреть вместе. Как бы мы пошли вместе с полицией. И вот мы доходим до одной улицы, где на этой улице стоит такой загородки, такой из сетки заборчик, за заборчиком строительный магазин, и стоит наша машина. И полиция нам говорит, ну так, ребята, ну смотрите, ворота закрыты, то есть люди закрыли магазин, ушли домой, как бы, потому что, ну, праздники, 3 дня праздников. Мы говорим, а вы можете, а вы знаете, кто это? Ну, мы можем сейчас выяснить, говорят полицейские. А вы можете позвонить им как-то, чтобы они пришли, нам открыли? Полицейский говорит, вы что? Люди, как бы, у них законный выходной, у них Пасха завтра, через несколько часов. Как это мы им можем позвонить? Мы же полиция, мы стражи закона и порядка. Мы не можем беспокоить наших граждан просто так. И мы понимаем, что мы на какой-то другой планете. Ну хорошо, мы говорим, а что же нам делать? Они говорят, а вы лезьте через забор, забираете свои чемоданы и пиздуйте себе во Флоренцию. А в нашей группе как бы на итальянском языке говорили двое. Таня Бабина, которая, к сожалению, ушла, и я, который говорит на испанском, но итальянцы меня понимают. Я их только не понимаю. Я им говорю, что, а тут же, наверное, камеры, как бы, у нас же потом запрет на въезд в Евросоюз, значит, и, значит, итальянские полицейские начинают ржать и говорят, ребята, вы же не в Германии. Камеры, конечно, висят, но, скорее всего, они не работают. Поэтому вот пока мы тут на стреме постоим, вы лезьте через забор, вытаскиваете свои вещи, а сейчас мы позвоним знакомым туркам, и они вас отвезут во Флоренцию, тут ехать 2 часа. И вы будете смеяться, вот как итальянские полицейские сказали, что ну просто за смешные деньги. Действительно, за смешные деньги. Вот нас там человек 15, за 200 евро нас отвезли во Флоренцию. То есть, вы понимаете, им 2 часа надо было ехать во Флоренцию, 2 часа ехать назад. Каким-то чудом мы все-таки с вещами хотя бы, с вещами, документами и всем остальным, мы из Луки мы попали во Флоренцию, это было уже как бы первый час ночи Святого Христового воскресенья, естественно, в апреле, как бы, и мы проснулись уже на утро во Флоренции, в своем отеле, и все было чудесно. Мой первый приезд. Ну и тогда, когда я узнал город, то я уже показывал своему другу то, что вы будете видеть сегодня. Поэтому, как говорят итальянцы, andiamo. И вот вам Флоренция, вся ее историческая часть, вся важная для нашего с вами начала, о котором мы с вами говорили. Обратите внимание на мой светлый образ в левом верхнем углу этой фотографии, где вы видите вокзал Флоренции, который называется Санта-Мария-Новелла. Точно так же, как церковь, которая находится прямо напротив этого вокзала. Но сначала я хочу обратить ваше внимание вот на что. Город возник в самом конце 1 века до нашей эры, в 40-х годах, то ли ветераны Цезаря, то ли ветераны Помпея, на сегодняшний день как бы история об этом умалчивает, они в этом месте основали свое поселение. Ветераны римских легионов умели строить свое поселение только четырехугольником. В правом верхнем углу этого четырехугольника Дуомо, то есть собор Санта-Мария-дель-Фьоре, видите? Вот с этого места начинается город Флоренция, который
Ну, на самом деле, в том варианте северо-восточного диалекта украинского языка, на котором я говорю, название города сохранило первоначальное латинское название Флорентия, да, потому что итальянский язык потом его извращал 2 раза, в результате на сегодняшний день это Ференца, как вы знаете. И, конечно же, этот город был посвящен богине Флоре, богине природы, богине весны, богине пробуждающейся весны, поэтому, конечно же, мы начинаем весной и в апреле с этого чудесного города. Ну и давайте теперь немножко поговорим о том самом месте, где как раз я стою. Мы приехали из Милана, мы приехали поездом, мы приехали на вокзал Санта-Мария-Новелла. И я хочу, чтобы вы посмотрели на вот это вот место. Вот здесь рядом с Новеллой, вот прям видите такой аппендицит как бы вот между мной и вокзалом. Совсем небольшой такой отросточек. Вообще вокзал достаточно модерновый. Он построен в 30-е годы 20 века. И стиль, в котором он построен, итальянцы его называют очень красиво. Они его называют новеченто. Они привыкли к этому. У них есть триченто, кватраченто, чинквиченто, то есть 300-е, 400-е, 500-е годы. Да? А новеченто это одновременно и 900-е, и в то же время как бы в этом слове есть элемент как бы новизны, да, абсолютно вот новое искусство. У нас очень часто этот стиль называют стилем Муссолини и стиль итальянского фашизма. Это такой вид конструктивизма. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Этот отросточек, про который мы с вами говорим, вы будете смеяться, это Королевский путевой дворец. Муссолини, когда приказал построить этот вокзал, и именно в этом месте, а почему в этом месте, тоже сейчас поговорим, он приказал, чтобы прямо там, близко рядышком, построили здание, в котором при необходимости король Виктор Эммануил III и его жена Елена Черногорская, они смогут переночевать и поехать дальше. Потому что так случилось, что в это время, во время Муссолини, Королевский дворец во Флоренции, который находился в Палаццо Питти, он уже был музеем, и жить там было нельзя. И несмотря на то, что Муссолини был мерзавцем и фашистом, он понимал, что в музей ходят люди. И его закрыть это невозможно, даже если приезжает король. Поэтому королю надо что-то построить. И королю там построили такой вот дворец, который, ну вот тоже такой чистейший как бы конструктивизм, чистейший новеченто, такой хороший фашистский муссолиневский стиль, в котором при необходимости король мог хотя бы переночевать. Напротив вокзала Санта-Мария-Новелла находится вот в этом месте, вот прямо вот видите, находится, во-первых, площадь Санта-Мария-Новелла и монастырь Санта-Мария-Новелла, все как положено, как бы церковь и клуатры. Клуатры – это квадратные дворы, замкнутые, окруженные галереей. Это абсолютно вот такое вот монастырское зодчество. Ну и давайте сейчас пойдем как бы в это место. Ну, во-первых, вот он вам, собственно говоря, сам вокзал Санта-Мария-Новелла, куда мы с вами приехали, как бы, который построен вот как раз в эпоху Муссолини. Ну, а вот она уже, церковь Санта-Мария-Новелла, вокзал уже у нее как бы за спиной получается. Она имеет огромное значение. Собственно говоря, почему Муссолини, который был очень образованным человеком, он был журналистом в прошлом, как бы, он распорядился, чтобы вокзал им был именно вот в этом месте. Санта-Мария-Новелла – это место, с которого продолжается большая итальянская литература. Большая итальянская литература начинается божественной комедией Данте Алигьери, а продолжается она Декамероном Боккаччо. Кстати говоря, именно Боккаччо комедии Данте дал название «божественное», потому что он был уверен, что его Декамерон – это человеческая трагедия. То есть для него это было абсолютно естественно. Данте – божественная комедия, Боккаччо – это человеческая комедия. Так вот, если вы помните начало Декамерона, то там 7 девушек и 3 юношей, они встречаются именно в церкви Санта-Мария-Новелла, и именно в этом месте, в этой церкви, во время страшнейшей чумы 1348 года, они решают, что они уедут из Флоренции. С чумой 1348 года тоже надо как бы это дело оговорить, потому что она связана с нашими с вами территориями. Эта чума начинается на территории Украины. Дело в том, что в 1346 году, буквально за 2 года до начала истории Декамерона, в Крыму чингизидский принц Джанибек, то есть прямой потомок Тимучина, он же Чингисхан, он осаждает генуэзскую крепость Кафа, которую мы с вами знаем как Феодосия.
И вот, когда он понимает, что он не может взять Кафу, а в войске Джанибека начинается неведомая ему болезнь, от которой умирает огромное количество людей, от очень странных воспалений, скажем так, в области лимфатических узлов, и не только. А вот эти вот трупы ордынцы начинают забрасывать в город. А город, он продолжает жить своей нормальной, реальной жизнью, учитывая, что это порт, который основан, как вы понимаете, торговой республикой, откуда постоянно отчаливают корабли. То есть, несмотря на то, что Джанибек, он обложил этот город в осаду, к морю выход свободный. И корабли курсируют туда-сюда, вообще никаких проблем. И, короче говоря, сначала чума оказалась в Стамбуле, потом она оказалась в Греции, в результате она оказывается в Венеции, в Генуе, естественно, она идет по Италии, а дальше уже Франция, Германия. К 1350 году полегло пол Европы. Всего лишь от того, что хан Джанибек забрасывал, Феодосию вот этими трупами. И, собственно говоря, то, что произошло во Флоренции в 1348 году, это вот последствия именно вот этих вот событий, которые произошли на нашей с вами территории. И вот эти вот ребята, они собираются здесь для того, чтобы выехать из Флоренции, и потом в течение 15 дней, из которых они часть дней отводили для молитв и работы, точнее, 14 дней, скажем так, то есть 4 дня. А 10 дней, то есть почему Декамерон, 10 дней они встречаются и рассказывают все те истории, которые мы сегодня до сих пор читаем и которыми мы наслаждаемся. Надо сказать, что церковь Санта-Мария-Новелла вообще одна из самых старых в Флоренции. Она появляется аж в X веке. В XII, в XIII ее более-менее достраивают. Потом ее фасад обкладывают в инкрустационном стиле, потому что здесь белый мрамор плюс зеленый мрамор-змеевик, который добывают здесь недалеко от Флоренции, в городе Прата, который, скажем так, второй по значимости город в Тоскане. Раз уж мы заговорили с вами о инкрустационном деле во Флоренции, то очень важно вам показать вот это вот. Это так называемая флорентийская мозаика. Этот стиль, эта техника, она возникает во Флоренции, и ее используют для облицовки многих зданий и прежде всего, конечно же, храмов. Что это такое? Это мы очень тонким слоем срезаем камень. И очень важно правильно камень подобрать, потому что флорентийцы вообще это называют каменной живописью. То есть это не просто, это мы говорим мозаика. Да? Мозаика и мозаика. А для них это каменная живопись. И вот границы между вот этими вот камнями и либо же, контуром, который между ними проходит, между этими камнями, они должны быть вообще минимальные, меньше миллиметра. То есть вы пальчиком проводите по этой поверхности и не чувствуете, что там есть какие-то границы вообще. Для вас это просто вот полированная, потрясающая поверхность. Это совершенно уникальная техника, она абсолютно флорентийская, и Флоренция ее использует везде, где только можно, и мы с вами будем сегодня ее видеть. В церкви внутри есть место, которое называется Капелла Торнабуони. Это флорентийская семья, которая заказала себе отдельное помещение в церкви, которое является их собственной молельней. И это место совершенно уникально тем, что это своего рода флорентийский фотоальбом. Гирландайя, который расписывал эту капеллу, он, кстати говоря, учитель Микеланджело. И не исключено, что юненький Буонаротти здесь тоже приложил свою кисточку. Так вот, в капелле Торнабуони ее заказчик Джованни Торнабуони, он предложил Гирландайе такой интересный ход, расписать ее сценами из Святого Писания, но в качестве моделей для всех персонажей использовать абсолютно реальных людей, которые вот здесь ходят. Во-первых, семья самого Торнабуони, святое дело. Не говоря уже о том, что все близкие родственники. Поэтому в этом смысле это совершенно уникальное место, потому что здесь, например, в качестве святой Екатерины здесь присутствует, на одной из фресок, здесь присутствует Лукреция Торнабуони, которая была женой Пьетро ди Медичи, которые были родителями Лоренцо и Джулиано ди Медичи, которые, конечно же, это те люди, благодаря которым вообще состоялось Возрождение. Поэтому в этом смысле, уже хотя бы только ради вот этой вот капеллы Торнабуони туда надо идти совершенно обязательно. Я должен сказать, что, несмотря на то, что я во Флоренции был 3 раза, я в этой церкви не был. Не склалось. То есть я прихожу, закрыто.
или убирают, или еще что-то, или там реставрация какая-то. Ну, то есть вот каждый раз как бы мне это не удавалось. Мало того, там, собственно, Гирландая и похоронен. Это я вам показываю площадь перед церковью Санта-Мария-Новелла. 2 обелиска на этой площади, и вот там вот в конце вот это вот здание с лоджией. Это место интересно тем, что именно здесь, в середине 16 века, второй великий герцог тосканский Козимо Медичи, он устраивал такие вот ристалища, такие бега. Здесь как бы молодежь соревновалась на лошадях как бы в конном спорте. Уж не знаю, что там у них было. Конное поло или они просто соревновались в скорости. То есть что-то там происходило. А вот в той лоджии как бы великий герцог и вся его свита сидела. Ну, это я впереди, конечно же. Ну и теперь давайте покажу вам, куда мы с вами пойдем. Вот смотрите, вот я стою там на площади Санта-Мария-Новелла, как раз на вот этом месте, где вот как бы по эллипсу бегали вот эти вот лошади с всадниками. И казалось бы, ведь можно было бы вот напрямую пройти, вы же видите эту улицу, которая идет вот прямо к пьяцца ди Дуомо, которая вот с правой стороны этой фотки, где уже видно как бы и Баптистерий Сан-Джованни, и западный портал собора Санта-Мария-дель-Фьоре, а нет. Мы с вами гульнем немножко по-другому. Вот видите, там пунктир пошел вот к тому куполу, который как бы в северной части этой фотографии. Почему? Потому что это очень важное место. Эта церковь называется Сан-Лоренцо. Ну, даже это не столько церковь, сколько монастырь, по-моему, кстати, действующий до сих пор, и он для нас с вами будет иметь важное значение. Сейчас как бы буду рассказывать почему. Вот он с другой стороны, я вам его показываю. И тоже, вот видите, во-первых, сама по себе базилика. То есть, как правило, это такое вот помещение, в котором есть 3 нефа, центральный как бы самый важный, но тем не менее мы здесь с вами уже видим, что эта базилика перечеркнута трансептом так называемым, то есть вот поперечным нефом, и в плане получается католический крест. Что, конечно же, очень символично, потому что мы с вами находимся в юрисдикции Римско-католической церкви. Справа вы видите вот такое вот с куполом здание, которое называется Капелла Принцев. А вот между этой Капеллой Принцев и самой базиликой, вот тут вот, да, маленький купол, это Капелла Медичи. Это капелла, которая внутри была оформлена Микеланджело. В этой капелле похоронены самые важные Медичи, потому что все остальные Медичи похоронены в капелле Принцев. Ну, вот капелла Принцев внутри. Опять-таки, вы видите все тот же инкрустационный или флорентийский стиль, где камень использован как бы вот в стиле этой инкрустации. Здесь похоронены все представители династии Медичи. Дело в том, что мы с вами, в принципе, так или иначе ходим по Флоренции как бы в 15 веке. Когда Медичи, они всего лишь банкиры, они всего лишь предприниматели. Они даже не занимают должность гонфолоньеров республики. Флоренция была республикой. Гонфолоньер – это знаменосец. И это официальная должность как бы главного такого исполнительного лица в республике. Медичи не стремились занимать эту должность, они, как правило, на эту должность ставили своего человека, которому они доверяют, а они правили просто из своего банка. Но в середине 16 века, во многом благодаря усилиям одного из представителей дома Медичи, а именно папы Климента VII, который был из этой династии, Медичи стали сначала просто герцогами Тосканы, потом великими герцогами Тосканы. С тех пор великие герцоги Тосканы Медичи, они похоронены все здесь, в капелле Принцев. Почему Принцев? Потому что для Европы как бы принц, князь, герцог – это примерно один и тот же титул. Место необыкновенной совершенно красоты. Но совершенно аляповатое по сравнению с тем, когда ты видишь после этого капеллу, которую оформлял именно Микеланджело. Но сначала давайте посмотрим в лицо этому потрясающему человеку. Это Лаврентий Петрович Медичи, он же Лоренцо ди Пьетро ди Медичи. Это, скажем так, уже раз, два, три, это уже четвертое поколение династии Медичи. Это тот человек, при котором на самом деле начинается упадок банкирского дома, но при котором расцветает искусство, расцветает возрождение,
при нем возрождение начинается. Он не дожил совсем чуть-чуть до возрождения в его полноте. Потому что возрождение – это на самом деле вот первые 20 лет 16 века, когда одновременно на планете Земля живут Леонардо да Винчи, даже в 19-м Леонардо умер, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Тициан, Босх, Дюрер. Кого-то забыл. Да простят они меня. Он немножко как бы до этого не дожил, но все они уже в своей юности присутствовали в его время. Он, конечно, совершенно удивительный. Он в садах Святого Марка, он создал Академию художеств, в которой учились все, абсолютно, скажем так, все. С одной стороны, казалось бы, человек пинком под зад выгнал Леонардо да Винчи из Флоренции, а с другой стороны, как бы, ежик птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Он отправил его в Милан, где в Милане раскрылся талант Леонардо, где откуда его в свое время заметил Франциск I, и Леонардо оказывается во Франции, то есть он становится международной звездой. То есть тот случай, когда, казалось бы, на микроуровне ты думаешь: боже, какая катастрофа, меня выгнали из Флоренции за то, что я, как всегда, не закончил свою работу. А Леонардо вечно не заканчивал свою работу. А при широком взгляде на все эти вещи оказалось все очень хорошо. Это терракотовый бюст, который, скорее всего, выполнен в середине 16 века, но, скорее всего, выполнен по модели Андреа Вероккио, который был современником Лоренцо Великолепного. Да, он же Лоренцо Великолепный, он Иль Магнифико. На самом деле, в истории Европы итальянцы вот этот титул Иль Магнифико, великолепный, они давали только двоим. Лоренцо ди Медичи и Сулейману Кануни, султану Великолепной Порты. Вот вам капелла Медичи, которую оформлял Микеланджело, где представлены его работы, где на самом деле вот как бы самые звездные как бы персонажи — это два герцога Лоренцо и Джулиано, которые вообще не имеют никакого отношения к тем ребятам, о которых мы говорим. Это другие Лоренцо и Джулиано, которые живут на 2 поколения после. Они как бы вот в этих нишах, и на их гробах вот эти вот уникальные совершенно статуи работы Микеланджело «День-ночь» и «Утро-вечер». Лоренцо Медичи и Джулиано Медичи, они похоронены вот с левой стороны, видите, вот эти вот 3 статуи. Это Мадонна с младенцем, а по бокам от нее святые Козьма и Дамиан, покровители медиков. А Медичи, собственно говоря, они в свое время начинали с аптек. Многие в этом мире в бизнесе начинают с аптек. А потом они уже поняли о том, что надо еще и красильню свою, и красить ткани, а потом еще и банк, и прадедушка Лоренцо Медичи, Джованни ди Бичи, он вошел в контакт с римскими папами, стал банкиром римского папы, и с этого как бы все началось. Да, и вот там похоронены Лоренцо и Джулиано Медичи, родные братья. Я рассказываю эту историю часто, как бы хочу повторить ее быстренько еще раз. Я когда там был много лет назад первый раз, я до такой степени вот проникся всем вот этим, вот пониманием того, что здесь похоронен человек, благодаря которому вообще состоялось все то, что мы с вами сегодня называем европейским искусством. А тут еще как бы совершенно потрясающий альков алтарный, в котором даже можно посидеть, в котором, как говорят, сохранились граффити, которые оставил сам Микеланджело, там углем на стенах что-то рисовал, но это точно не он, потому что как бы вот его граффити, они находятся в другом месте, как бы, но не в этом дело. Там совершенно особая как бы атмосфера, и вот я как бы, когда еще был вот таким вот юнцом, незрелым, восторженным идиотом, понимая, где я нахожусь, я, выходя вот через ту дверь, которую вы видите вот там в углу, вот она, да, прежде чем это сделать, я не знаю, как со мной это случилось, я просто остановился как бы перед ними и поклонился. А в это время в капелле было много японцев. И уже выходя, как бы боковым зрением, я увидел, что каждый японец подходит к этому месту, делает ритуальное коутоу и только потом тоже уходит. Поэтому надеюсь, что започаткував дуже непогану традицию. А это фасад церкви Сан-Лоренцо. Почему я вам его показываю? Что здесь интересного? Здесь интересно все. Церковь Сан-Лоренцо построена 11, 12, 13 век. Потом в 15 веке возникает значит, капелла, которую в 16 веке оформляет Микеланджело, то, что мы с вами смотрели. Потом появляется в 16 же веке капелла принцев, где вот все похоронены. А это фасад. То есть это западный портал. Да, мы к нему подходим, и это то, что мы видим. И как это, извините, называется? То есть это выглядит как минимум странно. Но для Флоренции это нормально. Потому что флорентийцы очень верующие люди. Рано или поздно появится возможность
сделать отделку фасада, и будет вам фасад. Все будет нормально, чего переживаете? Как бы у заказчика этих зданий время не ограничено. В любой момент можно. Почему я вам это показываю, поймете потом чуть позже. Но очень важно, чтобы вы это видели именно в таком виде. Ну и вот, опять же, пунктирную линию видите, да? Вот, мы с вами отсюда, вот я стою как раз вот перед этим вот самым местом, перед церковью Сан-Лоренцо. Мы с вами вот идем до вот этого угла. На этом углу, ребята, это место надо видеть. Я вам отдельно его не показываю, чтобы время не тратить, но будете во Флоренции, посмотрите обязательно. На этом углу находится Палаццо Медичи-Рикарди. Для нас он с вами интересен как Палаццо Медичи, потому что Рикарди – это следующая семья, которая купила этот дворец. Это тот самый дом, в котором Медичи живут, начиная с Козимо Старого и до Лоренцо Медичи. И именно в этом доме, внутри, во дворике будет поставлена вот та самая статуэточка, которую мы с вами сегодня эту порнографию будем смотреть. Тут мы с вами делаем поворотик направо, да, вот вы видите, вот мы повернули направо, и мы с вами идем вот сюда, вот на Пьяццо ди Дуомо, то есть мы с вами практически подходим к главному месту в городе, это собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Баптистерий Сан-Джованни. Перед собором, почему Баптистерий Сан-Джованни? Потому что баптистерий всегда Сан-Джованни. Потому что у нас Сан-Джованни, он баптисто. Баптисто – это креститель. То есть крестильня Иоанна Крестителя. Поэтому баптистерий, он всегда посвящен Иоанну Крестителю. Это святая репарата. Святая репарата на фасаде собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Почему? Потому что на этом месте в свое время стоял храм святой репараты, который здесь был построен аж в IV веке, как бы просуществовал, до второй половины XIII века, потому что собор Санта-Мария-дель-Фьоре начинают строить в 1296 году. То есть это конец XIII века. А до этого времени стоит церковь Святой Репараты. Святая Репарата очень интересная святая. Дело в том, что ее в середине III века, ее за то, что она, значит, верующая христианка в Христа, вот этого самого совершенно непонятного Бога, по которому так проходится Тацит в своих аналах, значит, она не хочет поклоняться римскому императору, потому что в Римской империи, естественно, главное божество – это римский император. Она поклоняется Христу. Распорядились, значит, ее казнить. Сначала решили сварить в кипятке. Кипяток ее не взял. Она выздоровела. Сразу же, моментально. Решили сжечь. Тоже ничего не получилось. То есть она все время восстанавливалась. Связано ли ее имя репарата с понятием репарации? Искусственный интеллект мне сегодня сказал нет. Но я ему не сильно верю, если честно. Потому что святая Реститута, которая тоже есть, очень сильно связана с тем, что мы с вами знаем про реституцию. Ну, как бы очень прикольная святая. Для меня, как бы, когда я оказался во Флоренции, мне показали, ткнули пальцем, сказали святая репарата, я говорю, кто? Но это было очень необычно и неожиданно, поэтому пусть это будет таким же необычным и неожиданным для вас. Да, был храм Святой Репараты. А потом на его месте великому флорентийскому архитектору Арнольфо ди Камбио заказали новый собор. Да такой, в этом смысле флорентийцы очень похожи на украинцев. Чтоб мир не видел. Чтобы построить, вообще вот такое. Я в 22 году, летом, попал в Черкассы. В Черкассах мне показали колокольню, которую начал строить ныне покойный митрополит Черкасский, которая должна была быть самой высокой, самой большой колокольней в Европе, которая представляла из себя вот грудку голубя, вот шея голубя, как бы и голова в короне причем, которая вот торчит из земли, и вот погруддя как бы уже была готова, а даже облицована с крестом, золото на голубом, все как мы любим, все красиво, значит. А потом, значит, то ли деньги кончили, война ж началась, да, война началась, и, видимо, деньги кончились. Все там, значит, как бы остановилось и замерло. И у меня тогда, когда я это увидел, этот кошмар, который как бы намечался там прямо в центре Черкас, рядом с кафедральным собором, у меня появилась моя собственная версия, вот почему это все остановилось. Господь уберег Черкассы как бы вот этого ужаса. Но, опять же, флорентийцы как бы, они решили, что вот надо построить вот что-то совершенно грандиозное. И Арнольфо ди Камбио при жизни как бы он создал как бы проект, уже как бы залили фундамент. Уже когда залили фундамент, сам ди Камбио сказал, не, мало.
надо больше. Мы уже после его смерти как бы активно продолжали вот это вот все строить. И достроили практически все. Даже Джота, который принял тоже в этом участие, он вообще, вот эта кампанилла, которую вы видите, кампанилла — это колокольня, да? Ее спроектировал и построил Джота. Ну, как бы достраивали уже опять-таки после его смерти. И вот представьте себе, вот вся Тяспоруда, она была построена до купола. И облицована она была практически вся вот справа, вот с той стороны, где у нас апсида и алтарь, а это вот здесь, вот, потому что это восток, вот справа как бы у нас восток, вот эти капеллы, это все облицовано. Недооблицовано было по бокам вот чуть-чуть до колокольни, и купола не было. Диаметр барабана под купол в этом месте, там чуть больше 40 метров, там 40 с копейками. Когда вот это вот до всего этого дошли, а как же купол? А все сказали, а мы не знаем, как купол. Но флорентийцы в этом месте, как говорит наш потрясающий Александр Филоненко, надо проникнуться вот этим вот ощущением, этим чувством. Это чудо, акт веры. Флорентийцы сказали, рано или поздно появится человек, которого Господь надоумит, как сделать купол. И 15 лет собор жил без купола. Под открытым небом Боккаччо в этом соборе толковал не Евангелие, он толковал комедию Данте. Отчего, собственно говоря, Дантова комедия в результате стала в основе литературного, даже разговорного итальянского языка, и именно после Данте и его комедий итальянский стал как бы, вполне себе народным языком. Но в 1415 году появляется Филиппо Брунеллески, который говорит о том, что я знаю, как сделать купол. Он сделал этот купол. То чудо, которое вы видите, это его работа, это Филиппо Брунеллески. Вот там наверху шар с крестом, это уже Андреа Вероккио, который нам с вами еще будет встречаться. И под этим местом там есть такой балкончик, по которому люди, которые не боятся высоты, как я, и могут туда подниматься на трезвую, потому что я как бы даже после вина как бы не смог этого сделать, могут вот здесь внутри в куполе как бы есть такая винтовая лестница, туда можно пройти. Там можно погулять, посмотреть на Флоренцию сверху. Говорят, что это очень красиво. Ну, а я хочу, чтобы мы с вами перешли, наконец, на Пьяцца дель Дуомо и посмотрели на фасад этой церкви. Почему я вам хочу это показать? Во-первых, хорошо, что вы сидите. Хочу сказать, что все, что вы видите, вся вот эта вот инкрустационная красота, весь этот зеленый змеевик из Прата, весь этот белый мрамор, это все новодел. Это вторая половина XIX века. Это начиная с 1880 года. А сейчас у вас будет минута гордости. У этого фасада был главный спонсор. Главным спонсором флорентийского Санта-Мария-дель-Фьоре, западного фасада, вот этого центрального портала, с которого мы заходим, а для меня он начался вообще в день Святого Воскресения, понимаете? Я сюда попал первый раз в Пасху. Я человек, который сам в Пасху родился, потому что в 69 году, 13 апреля, оно припало на Пасху. То есть для меня это очень символично. Так вот, сейчас у вас будет минута гордости. Главным спонсором отделки этого фасада был киевский городской голова Пал Палыч Демидов, который до этого был просто мировым судьей в Киеве, потом почетным мировым судьей, потом его избирают киевским городским головой. Во второй половине XIX века, вы будете смеяться, все эти должности в Российской империи, они были выборными. Мало того, в суде сидело жюри присяжных, которое выносило решение. Да, чего у нас с вами сегодня нет и, наверное, не будет, я так понимаю. Так вот, Пал Палыч Демидов, киевский городской голова, который в 1870 году потерял дядю. В Париже у него умер дядя, которого звали Анатоль Демидов. Он был князь Сан-Донато. Он был женат на двоюродной сестре французского императора Наполеона III Матильде Бонапарт. В свое время, когда у них начался роман, отец Матильды, Жером Бонапарт, а Жером у нас младший брат Наполеона I, и в юности своей он даже недолго поработал королем Вестфалии. Наполеон в свое время создал такое в Германии государство для своего братца, чтобы он, значит, без дела не бегал там, где попало, значит, делом занимался. А Жером Бонапарт как бы сказал своей дочери Матильде, что послушай, я не хочу, чтобы ты потеряла титул принцессы. Поэтому ты как хочешь, но твой Анатоль Демидов, значит, он должен стать принцем.
Анатоль Демидов быстренько здесь, в Тоскане, покупает имение Сан-Донато. Сдружился он с тогдашним тосканским великим герцогом Леопольдо, который был из рода уже Габсбургов, это уже следующая династия после Медичи. И великий герцог Леопольдо его имению Сан-Донато присваивает титул княжества. Княжество, мы с вами говорим княжество, в Европе это принцы. То есть и Анатоль Демидов становится принцем, как бы и Жером Бонапарт доволен, как бы состоялся брак, который, правда, через 5 лет они разъехались, но это дело такое. Самое интересное, что наша дорогая Матильда Бонапарт, она интересна тем, что она была хозяйкой литературного салона, в котором были все. Все Дюма, все Гюго, импрессионисты, не говоря уже о том, что Марсель Пруст вообще оттуда не вылазил, как бы. Ну, это вообще да, одно из тех мест в Париже, куда пытались попасть абсолютно все, не говоря уже про Бальзака, как бы всех остальных. Вот такая вот история. Наш с вами Пал Палыч Демидов, он едет во Францию вступить в наследство, как бы разобраться с документами, заехать в Италию, везде расписаться, все нотариально заверить, становится князем Сан-Донато, и у него начинается туберкулез. И ему из Киева пишут, что ваше сельство, вы возвращайтесь, у нас выборы скоро, и скорее всего вы победите, потому что лучше вас никого нет. И он не возвращается, потому что со здоровьем действительно плохо, он остается в Италии, и его делают вообще почетным гражданином Флоренции после всего вот этого. Ну, а он, как человек, влюбленный в искусство, он жертвует сумасшедшие деньги на вот это вот все, и, в принципе, как бы состояние его заметно скудеет после того, как это все случилось. Но вот, тем не менее, на сегодняшний день маємо, що маємо. Як казав перший президент України, киевский городской голова нам с вами подарил фасад Санта-Мария-дель-Фьоре. Ну и напротив вот этого западного портала Санта-Мария-дель-Фьоре стоит вот этот самый баптистерий, о котором мы с вами говорили. На мой вкус, должен вам сказать, что он стоит там как здрасте. То есть такое ощущение, знаете, что на улицу шкаф вынесли и оставили. Дело в том, что в отличие от, я не знаю, от Кёльна, где этот грандиозный собор хорошо видно со всех сторон. В отличие от Парижа, где так удачно случилась Парижская коммуна, что сгорело все вокруг собора Нотр-Дам. Кстати, у него сегодня юбилей. Вы помните, что 15 апреля 2019 года он устроил себе пожар и избавился от этого шпиля Виолет-ле-Дюка. Потому что он его, по всей видимости, не устраивал. Это же как раз ровно сегодня. Но возвращаемся к баптистерию. Баптистерий стоит здесь довольно давно, причем он старше самого собора. Ну и баптистерий, конечно же, интересен прежде всего своими дверями. Двое из его дверей принадлежат работе Лоренцо Гиберти. Дело в том, что когда ты заходишь вот в этот флорентийский баптистерий, ты уже насмотрелся как бы вот всей этой инкрустации как бы бело-зеленой по сторонам, и ты попадаешь внутрь и поднимаешь голову, а у тебя над головой настоящая византийская мозаика. И ты прыгнул из Константинополя во Флоренцию. Только эта мозаика сделана в 13 веке, но она сделана четенько по лекалам византийских мозаик, золотой фон, все как положено. Вот с этим вот ритмом как бы делением на чины, безусловно, как бы самая большая фигура Христа. Невероятной красоты совершенно место, конечно, это все сияет, это все невероятно красиво и совершенно необычно. Ну, а я вас вел вот к чему. Да, северные врата работы Лоренцо Гиберти. Единственное, что имейте в виду, что в самом баптистерии, когда вы к нему подойдете, вы их увидите. Это копия. Во Флоренции это часто. Мы с этим будем сталкиваться все время. На самом деле родные, оригинал как бы находится в музее Дуомо, который находится тут же рядом с собором. Ну, все это находится внутри. Флорентийцы уже давно поняли, что такие вещи лучше хранить в помещении. Как бы, а на улице может спокойно постоять копия, тем более, что необизнанный турист, как бы он и не поймет, как бы копия, не копия. Он скажет: надо же, Лоренцо Гиберти, прямо вот тут на улице, как здорово. По 5 золотых пластин с каждой стороны, ну, точнее говоря, они, конечно же, они бронзовые, они покрыты позолотой. Все из Ветхого Завета, красоты необыкновенной. Вот в этом месте на уровне основания, как бы с правой стороны третьей пластины, находится автопортрет самого Лоренцо Гиберти. А мы с вами идем дальше. Вот мы с вами находимся, вот мы прошли вот отсюда, вот видите, да, это у нас купол Санта-Мария-дель-Фьоре, и вот по вот этой вот самой улочке мы с вами идем вот как раз вот сюда, где вы видите, вот я стою, потому что мы с вами идем к зданию, которое называется Барджелло.
Это тоже очень важный флорентийский музей, который надо видеть. Вообще, это самая старая во Флоренции общественная постройка. Это Палаццо дель Пополо, то есть Народный дворец. Народный дворец был резиденцией сначала капитана народа, так называлась эта должность, а потом эта должность называлась подеста, то есть человек, который управлял как бы городом. Она тоже, естественно, была всегда выборная. И в этом месте сегодня находится один из самых важных музеев скульптуры вообще на территории Италии. И, конечно же, это итальянская скульптура, и, конечно же, это эпоха Кватраченто. Прежде всего, и хочу начать вот с этой работы Донателло. Святой Георгий, вот этот Святой Георгий, он находится на фасаде церкви Орсан-Микеле, там же, во Флоренции. Но там стоит копия. Оригинал до работы Донателло, точно такой же, но только лучше, находится внутри, в Барджелло. Там на него надо смотреть. Это просто Давид, которого вы все наверняка знаете. Давид работы Донателло. 1440 год, если я не ошибаюсь. И это заказ, который сделал Козимо старший Медичи для своего дворца, вот того самого дворца Медичи, Палаццо Медичи, на углу которого мы с вами были. И статую, которую он поставил у себя в патио, вот там, во дворике, в этом доме, люди, которые заходили. Дело в том, что в эту эпоху фасад, все самое важное в доме, все самое красивое, оно находится не снаружи, оно находится внутри. И вот там стоял этот Давид. Все вы знаете, что флорентийцы говорили: боже мой, как же так, яка срамота, как можно вот такое вот ставить. А для Козимо это был символ, во-первых, свободы, во-вторых, очень еще многих смыслов, которые вкладывались в эту статую. А эротизм, который там многие видели, это, как говорится, каждый видит, что в этом что-то свое. Да, совершенно наглый пацан, безусловно, в панамке, украшенный лавровыми листочками, вот там вот опирается на голову Голиафа. На самом деле Донателло не придумал ничего нового, он следовал слову Писания. То есть Давид, убивший Голиафа, он тинейджер. И то, что делает Донателло, это чистейший реализм. А я вам хочу показать вот этого Давидика. Этот Давид создан Андреа Вероккио, который был одно время учителем Леонардо да Винчи. Это тоже, естественно, бронза. Тоже, как видите, наглый пацан, который тоже ногой попирает эту голову Голиафа, которая вот там вот лежит, в руке у него, значит, меч. Сам он вот в такую вот очень интересную тунику одет. И, конечно же, искусствоведы по всему миру, они занимаются тем, что они абсолютно всем рассказывают, что моделью для статуи служил ученик Вероккио, которого все мы знаем, которого звали как Леонардо да Винчи. Я имею наглость считать, что это полнейшая чушь. Потому что в то время, когда Леонардо учился у Вероккио, он был никто и звали его никак. Он совершенно не был интересен еще, как человек, который еще не показал, что он в принципе может. И мы практически о нем ничего не знаем, не говоря уже о том, что по характеру он был вообще не подарочек. С другой же стороны, у Вероккио были заказчики и покровители в лице дома Медичи. Вероккио начинает работу над этой статуей, а это бронза, да, я вам сказал. Это непростой процесс. То есть сначала ты должен сделать модель, скорее всего, из глины или из терракоты, найти этот образ, то есть происходит поиск. Этот поиск может идти годами. Известно, что Вероккио начинает работать над этой статуей где-то примерно в конце 1460-х годов. И только в 1470, не то четвертом, не то пятом, он отливает это из бронзы. И документ, который у нас уже есть на эту тему, один великий немецкий историк нас учил, что история строится грамотная, правильная, не по нарративам, она строится по документам. У нас есть железный документ. В 1475 году дом Медичи эту статую продает Флорентийской республике. То есть она становится общественным достоянием. Прошли годы, пока была создана эта вещь. Я имею наглость считать, что моделью для Давида Андреа Вероккио послужил младший брат Лоренцо Медичи, Джулиано Медичи, которого мы с вами здесь уже видим несколько старше, чем 16-летний подросток, каким он был, когда Вероккио начинал работу над той статуей. И вот, на мой взгляд, это все один и тот же человек. Других доказательств, кроме своей интуиции, у меня нет. Со мной можно соглашаться, можно не соглашаться.
Это тоже работа Вероккио, это бюст Джулиано Медичи. В 1478 году в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре на Пасху, опять-таки на Пасху, видите, как у нас все символично. Так вот, в 1478 году на Пасху во время пасхальной службы в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре представители дома Пацци, это очень богатый банкирский флорентийский род, они реализовали заговор, который был скроен для того, чтобы уничтожить влияние династии Медичи в Флоренции. Они напали на Лоренцо и на Джулиано. Джулиано был убит, Лоренцо выжил. Но у Джулиано остались дети. И мы с вами от Барджелло, видите, да? Мы с вами пойдем в сторону площади и церкви Санта-Кроче, которая тоже во Флоренции одно из самых интереснейших мест. Она, кстати говоря, тоже спроектирована и построена, ну, в отличие от Санта-Мария-дель-Фьоре, она построена как бы практически полностью Арнольфо ди Камбио, и это одна из двух главных церквей ордена францисканцев в Италии. Другая главная церковь францисканцев, она находится непосредственно в городе Ассизи, откуда родом святой Франциск, и там работал Джотто. Да, и вот уже я стою вот там, вот как бы перед самим этим собором Санта-Кроче. Санта-Кроче – Святой Крест. Я решил вам показать эту фотографию. Почему? Потому что, вы знаете, даже во время дождя Флоренция прекрасна. То есть, в принципе, дождь, как бы, это не то событие, которое может остановить прогулку по этому совершенно удивительному городу, потому что в нем меняется все. В нем, несмотря на то, что небо перестает быть итальянским, но меняются вот цвета вот этих двух зданий, то есть бежевый, желтый, они становятся другими. Вот этот флорентийский камень, которым вымощены абсолютно все улицы и древние площади, как зеркало, мрамор другой. Это все очень-очень живописно. Надо сказать, что один из архитекторов, который работал над этим зданием, над зданием церкви Санта-Кроче, он был не просто евреем по национальности, он был еще и иудеем. То есть он не перешел в католичество, он сохранял верность своей религии. И на лестнице, вот, которая ведет к порталу Санта-Кроче, потому что на фасаде это нельзя было делать, а именно на лестнице, как бы внизу, как бы есть вот эта вот именно звезда Давида, которая говорит о том, что даже как бы иудей принимал участие в этом строительстве и оставлена о нем память. Та шестиконечная звезда, которую вы видите вот там вот вверху, это на самом деле Вифлеемская звезда, это немножко другой символ. То есть это звезда, которая как бы воссияла как символ того, что появился Христос, царь иудейский. Ну, а это внутри. Внутри вам показываю вот для чего. Во-первых, церковь Санта-Кроче, она интересна еще и тем, что это главный, скажем так, некрополь великих флорентийцев. Там Микеланджело, там Россини, там похоронен Макиавелли, там похоронен даже Михаил Клеофас Огинский. Потому что он умер во Флоренции, ну и великий композитор как бы упокоился там. То есть там куча совершенно потрясающих могил, одну из них вам покажу. Там интересно то, что ты ходишь по полу, который весь состоит из плит, на которых что-то написано. Имена, конечно, имена и даты как бы жизни этих людей. Дело в том, что вообще, как, конечно, совершенно удивительная чисто итальянская традиция хоронить людей в крипте, безусловно, под церковью, а плита церкви, как бы, она лежит просто на полу, и по ней должны ходить люди. И, конечно же, это говорит о том, что «Sic transit gloria mundi», то есть так проходит земная слава, в этом есть свой великий символизм. А я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на капеллу совсем небольшую справа от алтаря, вот вы видите алтарь в центре, да, а справа от алтаря вот она, эта капелла, называется капелла Барди, она внутри расписана практически вся Джотто ди Бондоне. Джотто – это вообще начало того великого европейского искусства, которое мы знаем. Проблема в том, что в XVIII веке, когда пришла в моду вот эта вот эпоха рококо, вот эти вот все пастушки, овечки, там, пасторали, да, голый пастушок, одетая пастушка, вот весь этот, все вот эти вот игры фривольные, значит, все это было не модно, это уже не носили.
и заштукатурили, как умели, расписали сверху вот новыми росписями. Потом, когда во второй половине 19 века и в 20 веке это все расчищали, то, конечно, очень много потеряно, к сожалению. Ну и здесь, конечно, сразу же бросается в глаза, если вы подходите к этому месту, вот над часовней, над капеллой Барди, вот прям вот тут вот под окном, там прям фреска стигматизация Святого Франциска, это тоже Джотто, это очень красиво, поэтому идти туда надо обязательно, место это совершенно уникальное. Там тоже очень красивые клуатры, потому что это тоже монастырь. Там внутри, в одном из клуатров, там есть так называемая часовня Пацци, которая считается вообще верхом Ренессанса в Италии. То есть это место, в которое нужно идти специально. Ну и вот один из кинотафов, который там внутри в церкви, это надгробие Данте Алигьери, основателя, как бы основоположника итальянского языка. И теперь самое интересное, он там не похоронен. Потому что Флоренция изгнала Данте. Данте, это, знаете, такой был, вот у меня иногда такое ощущение, что это был датюк своего времени. Он говорил правдивые и неприятные вещи, которые люди не очень хотели слышать. В результате это закончилось тем, что флорентийцы его изгнали. Он всю свою жизнь мечтал вернуться во Флоренцию. Но Флоренция сказала: нет-нет, до свидания. И он умирает в Равенне. А в Флоренцию он не мог вернуться под страхом смертной казни. И только через 200 лет флорентийцы, ах, боже мой, как мы были неправы, как мы не оценили, как мы могли так поступить с великим нашим, светочем, наше все, верните назад. Равенна сказала: ага, сейчас. И Данте до сих пор упокоен в Равенне. А Флоренция в Санта-Кроче поставила вот такой вот кинотаф, абсолютно символичный, что вот они здесь духовно похоронили Данте, хотя Данте там нету. А мы с вами идем по улице, которая ведет нас на площадь Синьории, Пьяцца ди Синьория, которую почему-то наши люди все упорно называют Пьяцца ди Синьория. Не знаю, что им итальянцы плохого сделали. Она Пьяцца ди Синьория, где стоит Палаццо Веккио, который вы видите, который построен тоже Арнольфо ди Камбио, тем же архитектором, который имеет отношение к многим зданиям, которые мы с вами уже видели. И, кстати говоря, вот эта башня, которую вы видите с часами, она носит имя башни Арнольфа. В этом здании, в принципе, находился горсовет. Флоренция была республикой. Здесь был горсовет, который назывался Совет 500. Очень интересное здание внутри, площадь достаточно большая. Вот вы видите апрельскую ситуацию на этой площади. И это еще не высокий сезон. То есть, ну скажем так, уже чуть ближе к лету здесь вообще уже не протолкнешься. Поэтому вообще, что касается посещения Флоренции, я лично очень сильно рекомендую конец марта, начало апреля, либо уже октябрь. Потому что, ну вот летом прям вообще сложно. Справа от Палаццо Веккио это лоджия Деи Ланци. По сути, это место, где городской совет проводил самые важные, самые шикарные банкеты. Если приезжал какой-нибудь папа, король, какой-нибудь посол, это все делалось здесь. То есть там коврами выстилался пол, там шторами, портьерами завешивались как бы все вот эти вот арки, и там они гуляли. То есть это такой главный концертный зал, где все происходило. Ну и оттуда, из лоджии Деи Ланци, открывается совершенно волшебный вид, во-первых, на Давида Микеланджело, вон он стоит рядом с Палаццо Веккио, ну и, конечно же, нет. Конечно же, это Давид Микеланджело, но очень хорошая копия, сделанная в 19 веке. Давид работы Микеланджело, 5-метровая статуя, изваянная лично Микеланджело Буонаротти, находится в ротонде Академии художеств, которую мы с вами тоже сегодня увидим. К вам спиной Персей работы Бенвенуто Челлини. И это чуть ли не единственная на сегодняшний день бронзовая статуя, которая на улице стоит в оригинале. Не буду рассказывать долго как бы эту историю, очень советую вам всем читать его книгу самого Бенвенуто Челлини, которую он написал о своей жизни, много приврал, много про себя придумал. Как бы. Но это обычное явление. Я хочу сказать, что я сейчас на 29 число готовлю большую лекцию по Татлину и Малевичу. Уж сколько эти ребята про себя придумали. То как бы Бенвенуто Челлини просто не снилось. Здесь интересно то, что если вы Персея обойдете вот со стороны спины, то вот там у него на загривке, вот в этом месте, вот где у меня хвост, у него там под шлемом там автопортрет самого Бенвенуто Челлини.
Он там, скажем так, декорируя затылок Персея, его волосы, его шлем, его шею, мышцы спины, он так все это хорошо продумал, что там прям кричащий на вас Челлини. А Челлини, как бы вот он такой был. Он был очень экспрессивный человек, то есть он любил подраться, он любил побуянить, но при всем при этом как бы был открытым геем как бы и для этой эпохи, для Флоренции это было нормально, как бы, и по большому счету за это была статья, но людей публичных за это не трогали, потому что, ну, как бы с папами знаком, с королями как-то неудобно. Единственное, что постамент этой статуи, вот он копия. Оригинал, опять же, стоит в закрытом помещении, а здесь стоит копия, и на копии постамента стоит оригинал статуи. Ну, потрясающая композиция, короче говоря. Это, собственно говоря, вот так выглядит лоджия Dei Lanzi. Это мы с вами уже на Персея смотрим фронтально. Он, естественно, держит в руке голову медузы. А это вид сбоку. Зачем я вам это показываю? Сюда сейчас, начиная с этого года, уже вот так вот просто так не зайдешь. Только за деньги. То есть это уже как бы музей под открытым небом, то есть туда надо билетик покупать. А я вам показываю это место прежде всего вот почему. Вот смотрите, здесь хорошо видно угол, вот он этот угол. Это угол галереи Уффици. И видите вот этот переходик из галереи Уффици, это переходит к Палаццо Веккио. Он нам будет нужен чуть позже. Ну и идемте дальше. Почему? Потому что мы с вами идем как раз в галерею Уффици. Вот, мы с вами пришли вот сюда, на Пьяцца ди Синьория, обошли фонтан Нептуна, прошлись вот тут перед Давидом, перед Персеем. И видите, куда мы идем? Вот в такую вот улицу, как бы, которая имеет вот такое П-образное здание, которое как бы замыкает эту улицу. Вот это здание построено Джорджо Вазари, тем самым Вазари, который написал книжку о художниках своего времени. И вот как эта улица выглядит сейчас. Многие, те, кто меня хорошо знают и слушают мои лекции, знают, что я давно возмущаюсь над тем, что здесь вечно торчал кран, который как бы вот все время там что-то строил, как бы, и вот сколько я помню это место, там всегда сверху кран, и он как бы портил этот вид. В прошлом году все девушки, которые побывали во Флоренции, все мне радостно написали: «Костя, крана нет, кран убрали». И, конечно, я был бесконечно этому рад. В середине XVI века великий герцог тосканский Козимо I Медичи, он распорядился в этом месте построить ЦНАПы, построить департаменты, построить министерства, построить все те службы, которые будут обслуживать все тосканское герцогство и выполнять распоряжение его светлости герцога. Здесь вот это вот все находилось. Джорджо Вазари это все продумал, придумал, нарисовал, но строительство началось уже при следующем герцоге, при Франческо I. И в нишах вот здесь вот вы видите статуи, которые тут стоят, как бы их не было тоже до 19 века, ну как-то руки не доходили. То есть ниши сделали, как бы они их задумали для того, чтобы туда поставить великих итальянцев, ну, великих тосканцев, простите. Но когда возникла тема, а кого же поставим, начались дебаты. Кто же является великим тосканцем? Поставим вот это? Нет, не годится. Почему? Вот не годится. Вот того, нет, тоже не годится. Почему? Ну, герцога не любил, поэтому не поставим. То есть не могли договориться. В 19 веке проблему решил первый король Италии Витторио Эммануэле, он же Виктор Эммануил II, который распорядился вот это, ставим в ниши. В 19 веке ниши все заполнили. Сейчас здесь находится одна из самых главных, самых важных в мире галерей мирового искусства. Ну и я хочу вам показать вид на Арно и на мост Понте-Веккио. Понте-Веккио – это всего лишь старый мост, который открывается с галереи, с 3-го этажа галереи Уффици. Из этого места абсолютно все снимают как бы вот этот вид, на который вы сейчас смотрите. Как бы, ну, я не оригинален, я тоже это сделал, естественно. Но я хочу, чтобы вы посмотрели вот на что. На вот этот вот поворотик крыши раз, потом туда, потом через мост и ушел вот туда вот за горизонт. Что это такое? Это коридор Вазари. Коридор Вазари мы с вами сейчас будем видеть все время сверху, сбоку, так или иначе. Дело в том, что на том берегу, мы туда сейчас уже идем, там находится Палаццо Питти, дворец, который построила банкирская семья Питти. Они дружили с Медичи. И когда они его уже построили, то Пьетро ди Медичи, сын Козимо старшего ди Медичи, он пришел на это место, посмотрел на дворец и сказал Питти: «Слушай, отличный дом, мне нужен». И уговорил
перекупил, хотя сам там не жил. То есть дворец уже перешел к Медичи, но они вот продолжали жить во дворце, в палаццо Медичи Риккарди. Но палаццо Питти становится их резиденцией именно при великих герцогах, мы туда еще придем. Так вот, для того, чтобы великий герцог из своей резиденции на свое рабочее место в палаццо Веккио мог быстренько прийти, как бы не останавливаясь по дороге, где все его знают, все бы его дергали за рукав, там что-нибудь просили бы. Вот для него Вазарий построил этот коридор. Не говоря уже о том, что было очень удобно в XVI веке, когда периодически возникали заговоры против... Начнем хотя бы с того, что я вам сказал. Козимо I был вторым великим герцогом тосканским. Первым был его двоюродный брат Алессандро, который всего лишь год процарствовал, но он решил, что работа герцога – это драть девушек, тратить деньги казны, не заниматься вообще никакими делами, забирать все, что тебе хочет, и, конечно, его зарезали. Вот для того, чтобы не иметь дела вообще с популой, которая там ходит по земле, очень удобно на работу ходить по вот этому коридору. Поэтому Вазарий построил этот коридор, и когда была свадьба Франческо I, сына Козимо I, то Франческо попал на свадьбу, в принципе, вот благодаря вот этому коридору. Никем не замечен. Этот раз во фраке выходит. Красиво же, красиво. Идем дальше. Это выход из галереи Уффици вот в сторону Арно. Вот у меня сейчас вылетело из головы, как правильно называется вот этот вот прием, когда 3 пролета, центральный с арочкой, он еще в Древнем Риме начинается это. Красивейшее место, да, и на самом деле, конечно, здесь абсолютно все. То есть здесь, начиная с Чимабуэ, через все Кватраченто, через все Возрождение, вплоть до Караваджо. Знаменитый караваджовский вак, который с бокалом, помните? Вот он там. Место, конечно, удивительное. Туда надо идти обязательно. Это кстати говоря, видите, да, Джованни Боккаччо, это как раз статуя конца 19 века, которая оказалась в нише, там, где они должны были быть уже давно, но время немножко подождало. И вот куда мы с вами идем. Вот я вышел из вот этой вот арочки галереи Уффици, и сейчас мы с вами идем вот сюда вот на Понте Веккио, и опять же, вот вы сейчас видите коридор Вазари сверху. Вот она, эта крыша. Она начинается, она выходит из простенка, и вот она пошла вдоль берега Арно и пошла над мостом Понте Веккио. Вот откуда я снимал, если вдруг будет интересно, вот галерея наверху, опять же, вот арки впереди, это арки вдоль самого Арно, дальше арочки, это 3 арки, которые как раз галерея Уффици, наверху большая лоджия, это вот откуда можно сделать эту чудесную фотку Понте Веккио. Это Понте Веккио с другой стороны. Здесь, кстати, на мосту, вот прямо в центре, вот где 2 арки вот эти вот, там стоит достаточно такой крупный бюст Бенвенуто Челлини в честь того, что этот человек родом оттуда. Видите башенку слева от мостика? Эта башенка осталась чуть ли не с римских времен. И в этой башенке сейчас замечательно живут люди, то есть она адаптирована под нормальное городское жилье. И это совершенно очаровательно. Во Флоренции целый ряд таких башен. Вот еще какой замечательный переход. Это тоже все коридор Вазари, то есть вот тоже стояла башня. Не проходить же насквозь башню, не говоря уже о том, что в башне, скорее всего, кто-то уже жил. То есть что-то там уже было. Поэтому вот построили вот такой вот на контрфорсах вот такой вот замечательный проходик. Мы с вами переходим на южный берег. И вот по Виа Гвичарди мы с вами идем на Пьяцца ди Питти, вот как раз где там я стою, и Палаццо Питти. За Палаццо Питти находятся сады Боболи. А если смотреть вот четенько на фасад дворца вот в этом месте, да, то с левой стороны, вот тут, вот в этом месте в саду, есть грот. Вот именно в этом гроте находится выход из коридора Вазари, который по вот этой вот стороне Флоренции, он проходит вот хитро там, между домов, там фиг увидишь вообще Замаскировали как могли. И вот в обычном гроте, причем там совершенно непримечательная калиточка, оказывается, ты выходишь из этого помещения. Палаццо Питти у нас главная резиденция великих герцогов тосканских, начиная с середины XVI века и вплоть до конца тосканского герцогства, который случился, как и все в Италии, во время ресорджимента в 1870 году, когда в Италии возникло единое королевство. Когда не столько даже король Виктор Эммануил II, король Пьемонта, сколько его премьер-министр Камилло Кавур
все вот это вот оформил благодаря своей аккуратности, своему умению, своей дипломатии, после чего сказал знаменитую фразу: «Сир, мы с вами создали Италию, теперь надо создавать итальянцев». В Пите внутри блистательная совершенно коллекция живописи. За что я ее еще люблю? Вот Рафаэль. Да? Рафаэль под стеклом. Ну какой идиот хранит живопись маслом под стеклом? Но они хранят, потому что это Рафаэль. Но какие они молодцы. Они эту раму сделали на петлях. Для того, чтобы ты подошел к ней и нашел то положение этой рамы, когда у тебя туда не попадают блики из окон, и ты можешь спокойно насладиться живописью великого Рафаэля. Ну и там многое так. Ну и еще, там, конечно, да, там музей моды. Несмотря на то, что я вам показываю женские шмотки, вообще Пити – это Питиома, это место, где проходят основные мужские показы итальянской недели моды, они проходят во Флоренции, это всегда большие выставки. Ну, это то место, куда вот все денди из Милана приезжают и фотографируются вот в этих своих потрясающих. Только они умеют так одеваться, они фотографируются все, конечно, рядом с Пити. Это палаццо Пити со стороны портера садов Боболи, то есть с другой стороны. А мы с вами идем дальше и уже переходим на Виа Романа. Вот тут вот как бы дальше, севернее, нет, это получается южнее, это южнее палаццо Пити. И делаем поворот и приходим вот сюда, вот к церкви, которая называется Санта Спирита. И вот Пьяцца ди Санта Спирита, где вот тут вот я стою, сразу говорю, это то место, где можно остановиться и чудно перекусить, потому что там два, не мишленовских, но совершенно чудесных ресторанчика. Один из них так и называется Остерия Санта Спирита. Великолепная кухня, вот такие порции. То есть ты приходишь такой, думаешь, ну вечерок, что-нибудь легкое. Вот салатик с креветками, замечательно. Тебе выносят тазик, полный листьев салата, клетчатка, да? А там внутри креветки, белок, чудесно. Но этого так много, что ты понимаешь, что тебе надо еще 6-7 друзей, с которыми ты тогда совершенно спокойно вот это сможешь проглотить. Церковь Санта Спирита, которая вот она сверху, как бы вы видите, это тоже типичная базилика, то есть продольный длинный неф, который пересекает более короткие трансепты, мы получаем в результате как бы сверху католический крест, построена Филиппо Брунеллески, тем же человеком, который создал купол Санта-Мария-дель-Фьоре, и это тоже и монастырь, и тут тоже аж 2 клуатра, которые вы видите. Да, и вот, наконец-то, Санта Спирита. Очень спокойненько, как бы аккуратненько и бедненько выглядит снаружи как бы эта церковь. Но, как сами говорят флорентийцы, это настоящая церковь. Почему она настоящая? Она действующая. Потому что все, что мы с вами до этого видели, Санта-Мария-Новелла, Санта-Мария-дель-Фьоре, это все музеи. То есть туда сегодня надо заплатить какое-то количество евро, чтобы зайти. Кстати, когда я попал во Флоренцию первый раз, вход в Санта-Мария-дель-Фьоре, он был бесплатный. Сейчас что-то такое я слышал, что уже как бы тоже за деньги. Но опять-таки, может быть, это и разумно, потому что туда прям ломились все как ненормальные. А кому-то, может, это просто не надо. А это настоящая как бы действующая церковь с службами, которые там проводятся. И что очень важно? Тут важно вот что. С половины 6 до половины 7 вечера каждый день они собираются в крипте, и они там поют. Звук поднимается наверх, ощущения необыкновенные. Ты реально чувствуешь себя на небесах. Поэтому если вы сюда попали... В принципе, учитывая, что мы с вами прошли, мы примерно сюда пришли в это время. То есть мы успеваем перекусить и зайти послушать монахов. А еще здесь висит деревянное распятие совершенно обнаженного Христа, без какой-либо набедренной повязки, что в принципе естественно. То есть в принципе набедренная повязка – это некий анахронизм в иконографии распятого Христа, которое приписывают Микеланджело. Ну и вообще везде написано, и все говорят, вот как хотите, вот хоть убейтесь, но это Микеланджело. Ну где этот Христос и Микеланджело? То есть любой человек, который более-менее знает руку Микеланджело, знает эстетику Микеланджело, знает, какие пацаны нравились Микеланджело, согласится с тем, что этот Христос не имеет к Микеланджело вообще никакого отношения. Ну, церкви Санта-Спирита нравится думать, что это Микеланджело. Мы с вами опять выходим на набережную Арно для того, чтобы, вот вы видите, да, мы идем по пунктирчику, и потом мы с вами, кстати говоря, это же как бы все наоборот. Да, север сейчас здесь внизу, юг на самом деле наверху. Мы с вами идем на площадь Микеланджело, которая находится вот как раз там, где якобы я стою, вот в самом левом верхнем углу вот этой вот фотки. Дело в том, что объединение Италии
С одной стороны под руководством Гарибальди, с другой стороны под руководством Камилла Кавура и короля Виктора Эммануила II, начинается в 60-е годы XIX века и идет как бы с двух сторон, с юга и с севера. Вот с севера действует Кавур и король Пьемонта, и когда уже вся практически Италия, кроме Папской области, она признала суверенитет пьемонтского короля и готова объединиться в единое королевство, Флоренция на 6 лет становится столицей объединенной Италии. Король живет в палаццо Питти, который мы с вами только что видели, а Джузеппе Поджи, итальянский архитектор, он перепланирует Флоренцию уже под столичный город. И понимая, что сюда будет ехать всегда как бы очень много людей, потому что исторический город, куча исторических мест, он находит совершенно удивительное место на возвышенности, на горе. Ну как возвышенность? Это именно гора, потому что туда идет такая ступенчатая лестница. Ну, как вам сказать, я был очень сильно моложе, когда туда шел первый раз, но тогда первый раз я понял о том, что мне не 25 лет. Когда шел по вот этой вот лестнице, мы поднимались на площадь Микеланджело, оттуда открывается дивный вид на Флоренцию, на всю Флоренцию практически. Посреди этой площади стоит копия Давида Микеланджело, естественно. Под этой копией внизу, вот вы видите на постаменте, здесь тоже копии его день, ночь, утро, вечер из Капеллы Медичи. Надо сказать, что копия Давида не сильно удачная. Давид здесь еще страшнее, чем в оригинале. Потому что на самом деле у Давида проблема какая? У него непропорционально большая голова, потому что Микеланджело пытался нам с вами сделать подростка. Раз подросток, значит большой чайник, как бы, а фигура такая должна быть, немножко детская. А еще как бы у него огромные кисти рук, потому что, Микеланджело понимал, что детство Давида, оно было непростое, крестьянская дитина, то есть руки должны быть огромные, а здесь такое ощущение, что когда делали эту копию, то сделали большую голову, большие руки, а все остальное, что любой мужчина хотел бы быть, чтобы было большим, оставили такое, как у Микеланджело в оригинале. Это стоит посреди как бы этой площади, и, конечно, оттуда открывается совершенно дивный вид на город. Купол Санта-Мария-дель-Фьора, он просто грандиозный с этого места. Я очень долго не мог понять, в чем дело, когда однажды мне не попалась на глаза статья одного интересного итальянского журналиста, который для меня как бы открыл глаза на этот эффект. Поджи сделал вот что. Он сделал как бы эффект театральной сцены, когда есть амфитеатр и когда сцена, она как бы немножко внизу. И сценой здесь является сама эта долина, в которой находится вся северная часть Флоренции, а амфитеатр, как раз мы с вами как раз находимся на этом амфитеатре. И смотрим на этот совершенно удивительный город. И я вам хочу быстренько сказать слева направо, что вот вам башня Арнольфа, это у нас Палаццо Веккио, это площадь Синьории. Дальше мы двигаемся направо, это Дуомо, это Санта-Мария-дель-Фьоре, а вот ближе к нам всего, своей тыльной стороной, это как раз Санта-Кроче. Мы здесь были совсем недавно, и обратите внимание, вот этот прием, что фасад надо сделать красивый, а за фасадом уже можно и просто так, кирпичная кладка, как бы ничего страшного. То есть это не придумали ни в Париже времен Наполеона III. Как бы это уже замечательно использовали в городе Флоренция. А это мы с вами поднимаемся на самый верх. Это уже как бы холм, который возвышается даже над площадью Микеланджело, потому что это церковь Сан-Миниато-ин-Мольто, которая еще выше, и она посвящена армянскому царевичу. Армянского царевича звали Миниас. Он каким-то чудом забрел в III веке, разумеется, нашей эры, в эти края. Здесь жил в пещере, исповедовал христианство. Римский император Деций устраивает гонения на христиан. Его обезглавливают, и он делает следующую вещь. Он берет свою голову, а дело было как раз в центре Флоренции, там ближе туда, к Дуомо, он берет свою голову и идет сюда, на этот холм. И вот только на этом холме он вместе с этой своей головой он упал, и на этом месте постепенно появляется сначала тайный храм, потом явный храм. В результате в X веке появляется такая романская базилика, которую, естественно, в последующие века украшают в традиционном флорентийском стиле. Казалось бы, в общем-то, история такая достаточно привычная, да, для католицизма. Мы с вами знаем замечательно про церковь Сен-Дени в Париже, на севере Парижа, с которой начинается, в общем-то, европейская готика, потому что аббат Сужер или Сугерий
именно там построил первый готический храм. Так вот, церковь Сен-Дени, она тоже построена на том месте, куда святой Дионисий шел со своей головой, которую ему отрубили. Как бы и там он уже остановился и сказал: ну все, я устал, да. И на этом месте как бы появляется храм. То есть примерно такая же история. Сюда ведут ступени, их 300 штук, если я не ошибаюсь. Причем, вот, например, в Жероне там есть кафедральный собор тоже на ступенях. И принято считать, кто без остановки пройдет туда наверх, значит, тому все грехи отпустятся. Я сходил пару раз на всякий случай. Точно так же в Риме на Капитолии церковь Санта-Мария-на-Рочеле, где тоже как бы 100 или больше ступеней идет наверх, и тоже как бы пару раз сходил на всякий случай. Здесь их 300, но я посмотрел и сказал, что поздно. Церковь совершенно необыкновенная. Здесь действующий монастырь. Прямо над ней, чуть выше, есть кладбище, которое было основано тоже во второй половине XIX века. И надо сказать, что с этого кладбища открывается, наверное, самый красивый вид на Флоренцию. Самый трепетный, самый необычайный. Там похоронены всякие известные люди, которые могут себе позволить роскошь быть упокоенными во Флоренции. Из тех, кого я люблю, там похоронен Франко Дзеффирелли. Ну и я вам хочу показать весь тот путь, который мы с вами сегодня прошли. Вот смотрите, переносимся в левый верхний угол фотографии. Вот мы с вами начали с вокзала Санта-Мария-Новелла, потом вот следите за пунктиром. Вот мы с вами ходили на Дуомо, потом мы ходили в Барджелло, потом Санта-Кроче, потом мы пришли с вами через Уффици и через Палаццо Веккио к Понте-Веккио, потом мы с вами пришли к Палаццо Питти вот здесь, потом к Санта-Спирита по набережной, мы с вами пошли достаточно далеко до площади Микеланджело, и вот аж где. Я вам 50 тысяч шагов гарантирую, но при этом я вам гарантирую, что этот путь за день, причем за день световой, пройти вполне реально. Я как типичная богема, как бы я не просыпаюсь в 7 утра и не выбегаю сразу на улицу на самом деле. То есть мне надо нормально проснуться, встать, умыться, там, позавтракать, и в 10 я могу куда-то выпереться. Вот мы с вами где-то в 7 вечера закончили. Единственное, где мы с вами не побывали, ну вот не по пути. Но я вам просто сейчас быстренько скажу, что чуть севернее дома находится вот это место, где стоит вот это здание с вот такой вот лоджией, которая называется Ospedale degli Innocenti, приют для детей, который построен тоже Брунеллески, который интересен тем, что вот здесь вот майоликовое изображение младенцев. Работы великого Андреа делла Роббио – это флорентийский скульптор, который работал в майоликовой технике. Майоликовая техника, она интересна тем, что мало того, что мы глину необожженную один раз покрываем глазурью, белой глазурью, как, знаете, такая имприматура, как такой гранит под роспись, а потом сверху еще рисуем красками. Она получается тогда особенно яркая, только потом уже обжигаем. Здание это находится на площади Сантиссимо Аннунциата с одноименной церковью Сантиссимо Аннунциата, что всего лишь навсего священнейшее Благовещение. Церковь тоже, кстати, очень красивая. И мы с вами не побывали вот здесь. Это параллельная, по сути, улица. Они обе вот как бы на север идут от дома. Это улица, на которой находится галерея Академии художеств. Та самая галерея, в которой находится подлинник Давида Микеланджело, если вы захотите на него посмотреть. Вот он какой в ротонде. Там очень удобно. Там можно его обойти вокруг. Причем самое смешное, что я его когда обходил, как сейчас помню, это много лет назад было, но я его обхожу вокруг, и у меня строчка из Зощенко сразу в голове. «Куды голому человеку в бане номерок девать? Посмотришь вокруг живот до ноги. Задница и икры сзади, и спина, и больше ничего как бы». Но обойти, конечно же, все равно интересно. Итальянцы так хорошо его там поставили, что все те проблемы, пропорции, о которых мы говорили, и большая голова, и вот эти вот кисти рук, ну, здесь это так прям не читается. Здесь все равно вот есть ощущение, что ты прикоснулся к чему-то совершенно священному. А вот так примерно в 7 вечера Флоренция из того окошка, из которого у меня была возможность ее снять. И вот здесь, кстати, вы видите купол Сан-Спирит, рядом с которым 2 хороших ресторанчика, о которых я вам говорил. Вот, собственно говоря, те 2 места, которые мы с вами не увидели. И я традиционно хочу закончить эту лекцию бытовой магией, своей фоткой
достаточно давний, для того, чтобы рано или поздно все те, кого я люблю, и я сам, имели возможность опять побывать в этом замечательном городе. На этом все. Спасибо.